Буквально несколько минут назад пресс-служба антикоррупционного комитета Никиты Михалкова сообщает трагические новости о семье известной певицы Натальи Королевой. Ровно год прошел, как сын известной певицы Натальи Владимировны Королевой, Архип Глушко, стал участником колоссального криминального скандала, который не затихает до сих пор. 19 июля 2023 года, ровно год назад, Архип Глушко затеял конфликт в Музыкальном институте культуры города Москвы с ректором вуза Арсением Мироновым из-за отчисления его из института. Как стало известно, в момент конфликта в кабинете ректора находилась и бабушка Архипа Глушко Людмила Порывай. Однако 76-летняя женщина не удержала внука от страшного поступка. Находясь под действием алкогольных напитков и запрещенных веществ, сын Натальи Королевой нанес ректору института 2 ножевых ранения, в результате чего 50-летний мужчина скончался на месте. С этого момента и началась так называемая криминальная карьера Архипа Глушко. Через некоторое время после шокирующего преступления сын певицы Натальи Королевой оказывается в следственном изоляторе. Однако его бабушка Людмила Порывай, которая на данный момент еще находилась на свободе, при помощи своих криминальных друзей устраивает побег Архипа Глушко из следственного изолятора. Немного изменив внешность, Архипу Глушко незаконно удается покинуть территорию Российской Федерации и временно перебраться в Австрию, где он совершает ряд преступлений. В компании мигрантов сын певицы Натальи Королевой совершает ограбление крупного центрального банка Австрии и становится причиной смерти нескольких его сотрудников. Временно после данного происшествия, сорвав колоссальный денежный куш, Архип Глушко ложится на дно и появляется вновь в центре внимания спустя 2 месяца на территории Соединенных Штатов Америки. Именно на территории этой страны Архип Глушко и совершает свои главные преступления, которые в итоге самым трагическим образом сказались на его судьбе. Сын певицы Натальи Королевой Архип Глушко стал причиной смерти 2 сыновей легендарного поэта-песенника Ильи Резника, а также внучки легендарного мирового музыканта Томаса Андерса. После ареста Архипа Глушко, в котором даже принимал участие его отец Сергей Глушко, сын певицы Натальи Королевой получил тяжелые ранения и долгое время находился в реанимации. За все свои преступления сына певицы Натальи Королевой ожидало как минимум пожизненное наказание. Однако в этот момент произошло непредвиденное событие. В ситуацию вмешался пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего, который предложил обменять Архипа Глушко на американского шпиона, который находился в местах лишения свободы на территории Российской Федерации. И Архип Глушко вновь оказывается в своей стране. Однако в этот момент в дело вмешивается антикоррупционный комитет Никиты Михалкова, который просит не делать сыну Королевой никаких снисхождений и за все его преступления отправить Архипа Глушко в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин» для отбывания пожизненного наказания. Однако судьба сложилась так, что сын певицы Натальи Королевой так и не смог добраться до мест лишения свободы. На специальный поезд, в котором Архипа Глушко перевозили в исправительную колонию, было совершено нападение. По некоторым данным, его совершили жертвы преступлений Архипа Глушко, которые остались недовольны приговором. В результате нападения сын певицы Натальи Королевой вновь получает серьезные ранения. Несколько дней назад сын певицы Натальи Королевой был выписан из больницы после нападения и вновь отправился к отправке в исправительную колонию. Однако в этот момент произошла и вовсе непредвиденная ситуация. В дело вмешались жертвы преступлений сына певицы Натальи Королевой Архипа Глушко, поэт-песенник Илья Резник и известный музыкант Томас Андерс.
Эти люди пострадали от чудовищных преступлений сына певицы Натальи Королевой. Дело о сыне певицы Натальи Королевой передали в Международный суд, который постановил депортировать сына певицы Натальи Королевой Архипа Глушко в Соединенные Штаты Америки, где он совершил ряд тяжких преступлений, и заменить Архипу Глушко наказание в виде лишения свободы на смертную казнь. Дальнейшая судьба сына певицы Натальи Королевой практически определена. В скором времени Архипа Глушко отправят в зарубежную страну, где приведут приговор в исполнение. Стало известно, что во время оглашения приговора сыну певицы Натальи Королевой стало настолько плохо, что молодой человек буквально бился в истерике. Обнадеживающая новость появилась о главе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Сегодня его супруга Татьяна Евгеньевна вышла из состояния комы, в котором находилась несколько дней после нападения. Однако дочь Никиты Сергеевича по-прежнему находится в критическом состоянии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.